Всем привет! В этом видео я покажу, как я готовила вот такой торт в виде колеса с шоколадными инструментами. Если вам интересно, смотрите дальше. Испекла бисквит в таком виде. Это бисквит Орео, шоколадный бисквит с черным какао-порошком. Рецепт есть на канале. Ссылку оставлю в описании. Я уже готовила один торт в виде колеса, и в этот раз я немного изменила сам процесс приготовления. Так как колесо надо готовить с отверстием внутри, я сразу испекла бисквит вот в таком виде, поставила кольцо посередине, чтобы потом не надо было очень много вырезать, обрезать, чтобы много не оставались обрезки. Так как это у меня колесо мотоцикла должен быть, посередине у него больше диаметр пустоты. Поэтому если готовить просто бисквиты, вырезать, будет очень много обрезки, остатки. Выпекаю как обычно, остужаю бисквиты, на второй день разрезаю на коржи, ставлю в форму, по бокам кладу ацетатную пленку, чтобы потом удобнее было достать торт. Крем у меня с сыром маскарпоне, сливочный, нежный. На 500 грамм сыра маскарпоне я добавляю 300 грамм сливок и примерно от 50 до 80 грамм сахарной пудры по вкусу и ваниль. Так как бисквит в ширине очень такой маленький, его сразу целым поставить неудобно, он ломается. Поэтому я бисквит кладу поделенный на 3 части. И вот так собираю торт, потом покрываю пленкой и ставлю в холодильник на стабилизацию. И на второй день достаю торт, извлекаю из формы и промазываю масляным кремом. Если мы готовим торт с мастикой, нам не обязательно использовать бетонный ганаш. Нам надо просто масляный крем, который изолирует мастику от торта, чтобы мастика не становилась влажная. Подготовила обычную мастику для обтяжки тортов. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Сразу готовила 2 порции, так как торт в диаметре большой, 30 сантиметров. Тут надо довольно большой кусок мастики, чтобы хорошо обтянуть торт. Сразу обрезаю лишнее по краям, чтобы было легче сгладить складки, которые образуются. Мастику не надо раскатывать слишком тонко, чтобы меньше образовались складки. И вот так руками сглаживаем, если мастика достаточно толстого слоя, но не слишком толстая, то складки почти не образуются. Их можно подтянуть и сгладить. Тут просто надо ее вот так тянуть, придавливать, приклеивать. И потом дополнительно я раскатала мастику и добавила внутри, так как этот слой мастики у меня не дошел до низа торта. Далее надо торту, колесу сделать протектор. Тут есть разные варианты, как сделать протектор.
Но так как это колесо мотоцикла, тут протектор должен быть более такой выраженный. Поэтому первый вариант, который я пробовала, я сделала из глицерина и желатина форму, молд. Для формы я использовала вафельницу, чтобы вот такие ямочки сделать, в которые я наливала растопленный шоколад. Как бы похожие вот такие элементы, как протектор. Рецепт этой желатиново-глицериновой массы у меня есть на канале, как с ней работать. Ссылку оставлю в описании. Вот приготовила вот такие элементы из шоколада и потом их прикладывала к торту. Но мне не понравился результат. Не было то, что я хотела. Поэтому я потом этот шоколад сняла и делала протектор другим способом. Взяла тот же самый молд из глицерина и желатина и в него накладывала мастику. Это у меня обычная мастика для обтяжки. И к ней я добавила шоколадную мастику, которая называется как бы пластичный шоколад, пластилиновый шоколад. Вот обе мастики перемешала между собой. И вот из мастики готовила вот такие элементы. Они были более похожие на протектор колеса мотоцикла, и поэтому я выбрала этот вариант. И прикладывала по бокам на торт. Для обтяжки торта и вот протектора из мастики мне примерно ушло 1,5 килограмма мастики. И чтобы сам торт не содержал слишком много красителя, и в данном случае это черный краситель, его тут надо было бы добавить в мастику очень и очень много, чтобы был черный цвет. Я не окрашивала мастику саму, не замешивала краситель в мастику, а просто потом разбавила черный краситель водкой и кисточкой окрасила весь торт. Далее к колесу надо сделать вот этот центр, откуда будет отходить, на чем будет держаться спицы. Я взяла вот такую формочку для кулыча. Она просто была нужного размера, подходила. Также можно взять ацетатную пленку. Налила темперированный шоколад, поставила в холодильник. И достаю из формы застывший шоколад. Все надо делать не спеша, аккуратно, чтобы ничего не повредить, не сломать. И вот этот шоколадный элемент кладу в центре колеса. Далее мне надо приготовить спицы. Чтобы сделать спицы для колеса,
Конечно, мы можем использовать проволоку или какие-то деревянные спашки, но это уже будет несъедобная часть, поэтому я выбрала просто вот такие тоненькие макароны спагетти, покрасила черным красителем, дождалась, пока они высохли, прошлась серебряным кондурином и вот так кладу на торт. Из мастики сделала вот такой еще элемент. Я подготовила разные шоколадные инструменты и дополнила торт с этими шурупами, гайками. Как готовить шоколадные инструменты, у меня есть видео на канале, ссылку оставлю в описании. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!